Евросоюз нащупал слабое место Кремля. Удар уже подготовлен. В этот раз Орбан не сможет помешать. Демилитаризация впечатляющих масштабов. Утилизирован 4-й самолет за 5 дней. Путин пошел против Трампа. Кремль выразил поддержку тому, на кого точат зуб в Вашингтоне. Как на эту дерзость отреагирует Белый дом? Взрывы по всей России. Горело в Ярославле, Твери, Орске, неспокойно и в районе столицы. В Подмосковье напали на полицейскую машину. У Трампа тоже есть двойники. В Белом доме приняли решение, которое кардинально противоречит вчерашнему. США опять хотят воевать против того, с кем вчера собирались дружить. Польский генерал в ответ на возможное нападение предлагает сжечь российский регион. Для начала 300 километров, но предлагает пойти и гораздо дальше. И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Украина предложила США новый вариант мирного плана. Согласно нему, Киев согласен вывести свои войска из Донбасса и создать на этой территории зону, свободную экономическую зону. Об этом осведомленные источники рассказали Политика. Зеленский накануне заявил, что идея создания свободной экономической зоны на украинской территории Донбасса исходит от США. По его словам, Вашингтон видит компромисс в том, что украинские войска покидают территорию, а российские войска не заходят. Но кто будет управлять этой зоной, пока остается вопросом. Зеленский также подчеркнул, что любые территориальные уступки России должны быть одобрены украинским народом на референдуме. Кроме того, в рамках переговоров обсуждаются и другие возможные территориальные уступки, в частности, вывод российских войск с небольших участков Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей. Линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, оккупированных Россией, останутся без изменений. По словам Зеленского, США также предложили рассмотреть возможность совместного управления Запорожской атомной электростанцией, которая на данный момент находится под контролем России. А сейчас пару слов о черной полосе, которая продолжается у российской авиации. Всего за 5 дней демилитаризировался 4-й самолет. На этот раз страна-агрессор потеряла Ан-26. Известие первыми озвучили партизаны из движения АТЭШ. Позже ее подтвердили в Генштабе ВСУ. Российские телеграм-каналы добавили, что самолет был поражен на военном аэродроме Кача в оккупированном Крыму. Ан-26, находившийся на земле, был атакован БПЛА. Ан-26 – это многоцелевой транспортный самолет, который используют для десантирования людей и транспортировки грузов. Это уже 4-е ЧП, постигшее российские воздушные суда всего за 5 дней. В общем, демилитаризация идет по плану, но это совсем не тот план, о котором когда-то рассуждал Путин. Дональд Трамп заявил, что все уже готовы заключить мирное соглашение, против только один человек. И вы, наверное, уже догадываетесь, о ком это он. Я думал, что мы были очень близки к заключению сделки с Россией. Я думал, что мы были очень близки к заключению сделки с Украиной. На самом деле, кроме президента Зеленского, хотя его людям концепция сделки нравится. Трамп также поделился деталями плана, который состоит из 4 или 5 частей. Он признал, что переговоры непросты, особенно когда дело касается территориальных вопросов, и сравнил дипломатические усилия со сделкой с недвижимостью, только гораздо сложнее. Однако, несмотря на сложности, США готовы продолжать переговоры. В эту субботу, 13 декабря, должна состояться встреча в Париже с участием США, некоторых стран Европы и Украины. Есть большая вероятность, что они захотят, чтобы я присутствовал. Мы примем участие во встрече в субботу в Европе, если посчитаем, что есть хорошие шансы. И не хотим тратить много времени, если посчитаем, что шансы отрицательные. Мы, знаете ли, хотим, чтобы все уладилось. Мы хотим спасти много жизней. Крупный пожар в российском Ярославле. В результате ночного налета дронов в городе прогремели несколько взрывов и загорелся местный нефтеперерабатывающий завод. По информации российских телеграм-каналов, дроны поразили Новоярославский НПЗ. Это предприятие входит в 5 крупнейших в России и является частью компании «Славнефть». А ее, в свою очередь, на паритетных началах контролируют Роснефть и Газпром. Мощность предприятия по первичной переработке нефти составляет 15 миллионов
тонн в год. Все-таки гатоны добрались. А вот в Твери обломки сбитого дрона врезались в жилой многоэтажный дом, вызвав настоящий хаос. 7 человек, включая детей, пострадали. Пожар, вспыхнувший в результате удара, охватил несколько этажей здания. Пожар удалось локализовать, но повреждения оказались серьезными. Квартиры с 1 по 4 этаж подверглись разрушению. В Оренбургской области загорелся Орский механический завод. На фото и видео хорошо видно столб дыма, который поднимается над территорией предприятия, которое, среди прочего, производит оборудование для добычи нефти и работает на военно-промышленный комплекс. В частности, производит артиллерийские гильзы. Взять прям сильный дымоган. Ужас просто-напросто. Владимир Путин дергает тигра за усы. Хозяин Кремля решил поддержать того, за кого серьезно взялся Вашингтон. Российский правитель поговорил по телефону с диктатором Венесуэлы. Владимир Путин выразил солидарность с венесуэльским народом и подтвердил поддержку курса правительства Николаса Мадуро, направленного на защиту национальных интересов и суверенитета в условиях растущего внешнего давления. Мадуро об этом звонке рассказывал дольше и более эмоционально. Я получил телефонный звонок, и в трубке говорили по-русски. У меня состоялся долгий разговор с нашим старшим братом, храбрым другом, президентом России Владимиром Путиным. Но ситуация для Мадуро становится все более отчаянной. США усиливают военное присутствие в Карибском бассейне, но часть окружения Трампа настаивает на аресте Мадуро и его экстрадиции в Соединенные Штаты. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. В Варшаве выступили с резкими заявлениями по отношению к Москве. В случае агрессии со стороны России Польша готова действовать решительно и ударить по Калининграду. Генерал Ярослав Громадинский, бывший командующий Еврокорпс, в интервью изданию «Факт» заявил, что НАТО должно предусматривать возможность интервенции Калининградской области, если Москва решит напасть на страны Альянса. Jeżeli Rosja by dopuściła się do ataku, Если бы Россия решилась на нас напасть, у нас есть право туда войти и ликвидировать угрозу. По мнению генерала, для блокады региона потребуются большие силы, а для выведения его из строя достаточно группировки втрое меньше. Сегодня логика иная, говорит генерал. Если вы атакуете нас, мы можем войти туда, и Россия должна понимать это. ale jeżeli będziemy zmuszeni, Если мы будем вынуждены, то сделаем это с полной решительностью. Как я говорю, на 300 километров выжжем все, на 900 подожжем. Громадинский считает, что Россия не сможет напасть ранее, чем через 5-6 лет, которые ей нужны для восстановления потерь, понесенных в Украине. Но при этом генерал признал, что Москва уже ведет постоянную гибридную войну против Европы. Тем временем руки антипутинских партизан дотянулись до столичного региона России. В Подмосковье атаке подвергся полицейский автомобиль. Дерзкую акцию провели активисты движения «Атэш». Они подожгли служебную машину МВД, уничтожив ее. На опубликованных кадрах видно, что автомобиль сначала облили горючей жидкостью, а потом подожгли. Диверсия была приурочена ко Дню Конституции России, который отмечают 12 декабря, и стала частью ответа партизан на действия Кремля в Украине. Интересно, что российские СМИ молчат о происшествии, а власти предпочли скрыть информацию о поджоге. Евросоюз, похоже, нащупал слабое место Кремля. ЕС готов к историческому решению в вопросе замороженных российских активов. Послы стран ЕС согласовали использование статьи 122, которая дает возможность принимать решения большинством голосов, вводя чрезвычайное экономическое положение. Это означает, что российские активы будут заморожены бессрочно. Решение ЕС ставит точку в попытках стран, таких как Венгрия, блокировать этот процесс. Таким образом, российские активы останутся под контролем Европы, и их использование без согласия Брюсселя станет невозможным, что особенно важно на фоне давления со стороны США и России. Однако еще один вопрос остается открытым. Для того, чтобы использовать замороженные активы для репараций Украине, Евросоюзу предстоит принять отдельное решение. В Москве уже поднялся вой. Центробанк РФ пообещал оспорить все прямые и косвенные действия Еврокомиссии по несогласованному использованию активов России.
связи с незаконными действиями депозитария Евроклир, причиняющими убытки Банку России, а также в связи с официально рассматриваемыми Европейской комиссией механизмами прямого или косвенного использования активов Банка России без согласия Банка России, Банком России подается исковое заявление в арбитражный суд. Правда, самое забавное в этом, что иск подан в арбитражный суд Москвы. Теперь можно быть уверенным, что дело будет рассмотрено честно и беспристрастно. Трамп опять передумал дружить с Китаем. Только накануне стало известно о желании президента США переформатировать большую семерку в кардинальную пятерку, куда вместо демократических стран хотят позвать Китай и Россию. И вот уже политика пишет о формировании совсем иной коалиции, антикитайской. Администрация Белого дома запускает новую инициативу для сдерживания КНР на мировых рынках, особенно в сфере редкоземельных элементов, искусственного интеллекта и высоких технологий. США планируют подписать важную декларацию ПАКС-Силика, создающую коалицию с участием Сингапура, Австралии, Японии, Южной Кореи и Израиля. В перспективе Трамп планирует расширить этот союз, привлекая другие государства. Кроме того, ПАКС-Силика направлена на блокирование китайской инициативы «Один пояс, один путь» и имеет целью лишить Пекин возможности контролировать стратегические и инфраструктурные проекты по всему миру – порты, дороги, транспортные и логистические коридоры. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.